Привет! Мы продолжаем серию выпусков про ремонт в кухне на нашей съемной квартире. В предыдущих сериях мы избавились от старой мебели, зачистили стены от обоев, зашпатлевали и покрасили их. Также у нас появилась акцентная стена с цаплями. Преобразили пол при помощи недорогого линолеума, изменили старые окна до неузнаваемости и обустроили обеденную зону. Сегодня на очереди преображение вот этого невзрачного холодильника. Я долго думала, что же все-таки с ним сделать и стоит ли вообще что-то с ним делать. Перекрасить мне не хотелось, этот опыт у меня уже имеется. И, кстати, если вы не видели этот ролик, в описании будет ссылочка и сверху подсказка. Переходите, он очень классный, полезный. Если хотите перекрасить холодильник, он вам будет в помощь. И могу сказать, что спустя год все отлично держится, так что способ проверенный. А для нашего холодильника я придумала кое-что поинтереснее. Мы оклеим его пленкой под металл, а точнее под шлифованный алюминий. Да-да, вы не ослышались. Этот холодильник станет алюминиевым. И тем самым он поддержит ручки нашего будущего кухонного гарнитура. На канале DIY Danny я наткнулась на очень крутую переделку кухни, где вовсю красуется огромный металлический блестящий холодильник. Мне он так запал в душу, что я сказала: хочу такой же. Да, конечно, наш холодильник не станет моделью side-by-side, но блестящим и металлическим он все-таки будет. Вообще, вы очень часто у меня спрашиваете, кем я вдохновляюсь. Так вот, канал DIY Danny я просто обожаю. Заходя туда, вы точно получите порцию хорошего настроения. А еще мне очень нравится, как Дэнни воплощает в жизнь просто безумные идеи. Но вы же знаете, что моего английского недостаточно для понимания беглой речи. Но совсем недавно мне Паша показал новую фичу. Заходите в YouTube через Яндекс.Браузер, находите канал DIY Danny, ну либо любой другой канал, включаете видео. И потом нажимаете кнопочку «Перевести видео». Подготовительную работу, потому что я планировала использовать распылитель краски для покраски всех поверхностей шкафов. И я выбрала этот маршрут, потому что распылители краски действительно могут придать вашим шкафам очень профессиональный вид. Но для того, чтобы я могла это сделать, я должна была покрыть все, что не нужно было красить. И, боже мой, у меня было так много шкафов. Я чувствовала себя как в сценарии о Гарри Поттере, где шкафы просто появлялись там, где я их никогда раньше не видела. Вы понимаете, у вас включается синхронный перевод видео с озвучкой. Честно говоря, когда мне Паша первый раз это показал, я просто сидела с открытым ртом. Но это же очень крутая и полезная функция. Теперь можно смотреть практически любые ролики на YouTube с переводом на русский язык. Переводит он не только с английского, но и с французского, немецкого, испанского, итальянского. Попробуйте перевести какой-нибудь ролик. И вот вам еще один канал для вдохновения, только теперь на французском языке. Совсем недавно наткнулись на этого парня, и у него просто чумовые ролики о реставрации старого дома. Вам точно понравится. В описании к видео оставлю ссылку на приложение Яндекс.Браузер и эти два канала, чтобы вы сами смогли попробовать голосовой перевод. Ну а мы возвращаемся к преображению нашего холодильника. Ну что ж, представляем вашему вниманию наш самый стандартный белый холодильник. Как видите, жизнь его немного потрепала. Пластик пожелтел, имеются сколы эмали, да и в целом он выглядит уставшим. Давайте это исправлять. Делаем замеры холодильника, чтобы определиться с количеством пленки. В нашем случае ширины пленки хватит на всю высоту холодильника. Это сильно упростит оклейку и удешевит стоимость. Размеры зафиксированы. Поехали выбирать. Оказалось, что автомобильная пленка продается совсем недалеко от нашего дома, так что мы решили приехать в магазин и повыбирать все вживую. Вариантов там было масса, на любой вкус, цвет и кошелек. Мы выбирали именно серебристую пленку, чтобы она была похожа на металл. Ну и на такой запрос вариантов было много. Если есть возможность, то лучше приехать, посмотреть вживую и выбрать именно ту пленку, что будет больше всего подходить именно вам. А мы свой выбор сделали, поэтому отправляемся домой. Мы с Пашей остановили свой выбор на вот такой пленке под шлифованный алюминий. Нам она показалась наиболее подходящей под наши задачи, да и выглядит она
прям реалистично. В этот раз я хочу разобрать холодильник на детали, снять все пластиковые элементы, их мы перекрасим, а вот те детали, которые в эмали, соответственно, перетянем пленкой. Поэтому нам придется отключить холодильник и отказаться на время от его опций. Да, морозилке нужно еще разморозиться. Ее мы уже заранее опустошили, а вот холодильник еще предстоит разобрать. Пусть лед тает, а мы пока разберем холодильник на детальки. Первым делом снимем крышку, так как она мешает снять дверцы. Разбирается все просто и интуитивно понятно. Главное, детали не потерять. Чтобы качественно обклеить дверцы пленкой, снимаем и внутренние вкладки вместе с резинками. Вот что скрывалось под пластиком. Мы пытались снять и ручки, но они, по всей видимости, зафиксированы пеной. Снять их аккуратно не получится, к сожалению. По такому же принципу я начала разбирать и дверцу морозилки, но вот только внутренняя часть никак не хотела отделяться от внешней, как бы я ни пыталась. Поэтому это дело перешло в Пашины руки, а мы с Тасей внимательно наблюдали за процессом. Ну что, ребят, мы разобрали наш холодильник на детальки, и вот что у нас вышло. Нижняя дверь как-то очень хорошо снялась. Вот эта внутренняя вкладка. Здесь формованная пена, и пластик от нее очень хорошо отошел. А вот с верхней дверью были проблемы. Мы кое-как это все разделили, потому что здесь вот таким образом все запенили, и при помощи пены это все склеилось. У нас в планах купить новые уплотнительные резинки, если найдем что-то недорогое. Также я рассортирую этот пластик, сперва все это вымою, что-то останется белым, достаточно просто это помыть, а что-то нам нужно будет закрашивать, как, например, вот эту деталь. Вот эти пластиковые ручки нам не удалось снять, потому что они как раз-таки тоже приклеены на пену, которой вот здесь все запенено. Мы решили это оставить и будем как-то красить и приклеивать пленку вместе с ними. Моя задача все это отмыть, а потом уже будем двигаться дальше. Ну что, ребят, я все отмыла, все идеально чистое, но вот пластик со временем пожелтел. Это меня не сильно смущает, самое главное, чтобы не было жира, грязи и пыли. Нам нужна очень хорошая адгезия. Сейчас мы заклеим все то, что не должно быть окрашено, и снимем сразу же все наклейки. И вот у нас еще есть приклеенный магнит. Я не знаю, что мы с ним будем делать. Отлетел! Боже, я думала, это все вообще вместе с эмалью отвалится. Нужно хорошо обезжирить поверхность и отмыть клей от наклеек. Для этого я использую, не поверите, обезжириватель. Конечно, не забываем про мелкие детальки, которые нам тоже нужно перекрасить. Раз ручки снять не удалось, придется заклеивать все остальное, чтобы краска не попала на другие элементы. Ну что ж, мы подготовили детали к покраске. Здесь есть несколько способов, как можно было бы покрасить пластиковые элементы. Первый способ – это краскопульт и компрессор. Он у нас есть. Второй способ – это валик и кисточка. Покрасить все это краской.
Такой способ я вам уже показывала. Ну и третий способ — использовать аэрозольные краски. Мы решили воспользоваться именно этим способом, потому что я понимаю, что компрессор и краскопульт есть далеко не у всех. Как красить валиком я вам уже показывала, вы все знаете. Сейчас вот покажу еще один способ. Посмотрим, что получится. Но, знаете, единственный момент, я бы вам не советовала красить весь холодильник при помощи аэрозольных красок, потому что навряд ли у вас получится это сделать аккуратно, особенно на вертикальных поверхностях. Вы же не будете весь холодильник целиком разбирать. Мы красим лишь детали, так что такой способ здесь вполне себе актуален. Тут нужна очень хорошая защита органов дыхания. После окрашивания деталей в ванной у нас остался грунт и краска от Босни. Надеемся, этого нам хватит на все детали. Первым наносим грунт. Старалась наносить тонким слоем, чтобы не было наплывов. Когда грунт высох, а сохнет он очень быстро, наношу первый слой краски. У нас черная матовая. Эта краска очень хорошо наносится и отлично держится. Но прошу вас, обязательно защищайте органы дыхания. Это важно. Без маски можно очень легко получить отравление. Смотришь на дядечек в гаражах, которые без какой-либо защиты красят, шлифуют краску, металл, шпатлевку, и волосы дыбом встают. Не надо так. Заботьтесь о себе. На крышку, очевидно, нам не хватит краски. Поэтому мы докупили другую краску и лак. Лак выбрали глянцевый, но в идеале бы подошло что-то между глянцем и матом. Краска немного подсохла, так что можно снимать всю защиту и скотч. Ребята, получилось идеально. Хоть нам не сильно важен стык, но все равно приятно. Пусть краска набирается прочности, а мы вернемся в кухню. Пока сохнет краска, мы займемся корпусом холодильника. У нас тут местами есть какие-то наклейки, скотч, даже шпатлевка. Это все нужно зачистить и очень-очень хорошо очистить саму поверхность холодильника. А уже потом будем клеить пленку. Поехали! Пытаемся совладать со скотчем на холодильнике. Оторвать его оказалось не так-то просто. Ну да, я когда-то вешала. Красивый. Очень красивый крючок. Опа, красота. Вот тут это должно помочь. Это, по-моему, нигде не помогает вот эта штука. Странное лезвие, да? Но как будто бы даже не острое. Да, ну тупое. Понял? А ты той стороной ставил, Паш? Я ничего не вставлял. Мне кажется, она другой стороной стоит. Ну, конечно! Так. Во! На другой... Ой! Теперь нужно быть поаккуратнее. Купила какой-то антискотч. Боже мой. Фу, воняет. Что тут все разъел как будто. Вау, он работает. Класс. Имейте в виду, рабочее средство. У нас имеется поражение коррозии и местами отвалилась эмаль. По-хорошему это нужно все зачищать, покрывать преобразователем ржавчины, шпатлевать, шлифовать и только потом покрывать все это пленкой. Но мы этого делать не будем. И чтобы вы нас не закидали тапками, сейчас объясню почему. Во-первых, столешница у нас будет примерно на вот таком уровне. То есть она все это закроет. Во-вторых, холодильник уже не в очень хорошем рабочем состоянии. Я не знаю, сколько он еще проживет, и не вижу смысла просто заморачиваться над невидимой частью. Мы нанесем пленку прямо поверх, ничего делать не будем. Конечно, здесь будут какие-то, может быть, пузыри или что-то еще некрасивое. Но нас это не будет смущать, потому что, когда мы поставим гарнитур, этого никто не будет видеть. Вот так.
Осталось только хорошо отмыть холодильник снаружи. Переходим к оклейке. Примеряем пленку по месту с запасом. У меня, как всегда, все на глазок. Намечаем и отрезаем всю полоску. Так мы сразу раскроили пленку на необходимые кусочки. Начинаем приклеивать пленку. Первая сторона у нас будет, можно сказать, подопытная. Делаем это впервые. Для начала обильно наносим на поверхность мыльный раствор. Позиционируем пленку, не переживайте, она сразу не приклеится, можно двигать. Ну а теперь разглаживаем и выгоняем все пузырьки. Я использую пластиковый шпатель с мягким краем, чтобы не поцарапать пленку. Ну а теперь самый интересный момент. Как загнуть пленку на угол. Край пленки должен быть сухой. Я просто воду протираю безворсовой салфеткой. На сгиб наношу тонким слоем праймер. Он моментально сохнет и можно приклеивать пленку. В целом праймер работает как контактный клей. В описании я оставила вам все ссылки на используемые материалы, чтобы вы не искали. Так что заглядывайте туда. Таким образом я приклеиваю пленку и сзади. Вот тут придется повозиться, чтобы получить аккуратный результат. Также наношу праймер тонким слоем. Аккуратненько приклеиваю пленку, избегая пузырей. Прижимаю пленку по краю и отрезаю лишнее. Край пленки я стараюсь завернуть. Если где-то плохо приклеивается, можно снова добавить праймера. А если у вас пленка без рисунка, то можно использовать строительный фен и при помощи него натягивать пленку на углы и изгибы. Вот так аккуратненько я обрабатываю край пленки. Долго, кропотливо, но результат получается хороший. Точно так же я оклеиваю и другую сторону холодильника. Края я все-таки решила прогреть феном, только бытовым, и получше завернуть, чтобы не топорщились. А снизу приходилось приклеивать вот таким образом. На этом работы с корпусом окончены, возвращаемся к дверкам. Краска уже подокрепла, можно и тут приклеивать пленку. В данном случае сложность заключается в том, что мы не можем загнать пленку под пластик. Нужно как-то делать ровный край в стык с пластиковыми ручками. Хотела вырезать просто прямоугольник по линейке, но оказалось, что геометрия тут неровная. Решили отрезать пленку с запасом и резать по месту. Ну что, пробуем? Хотя шанс у нас всего один. Пленки лишней нет. Крутила-вертела, одной все-таки как-то неудобно. Да и вдвоем что-то все никак не получалось. Слишком маленький кусочек пленки я отрезала. Но мы таки приклеили эту пленку. С одной стороны у нас уже был ровный край, осталось отрезать лишнее с другой стороны. Каким-то чудом получилось все ровно. Потом мы по краям прошлись праймером и все хорошенечко приклеили. Честно говоря, я удивлена, что получилось настолько ровно. Большую половинку нам уже было проще оклеивать, потому что мы учли все нюансы. Наконец можно соединять все воедино. К сожалению, резинки нам пришлось оставить прежние. Мы заказали новые, но сроки доставки были слишком долгие, пришлось отказаться от заказа. Но знаете, в интернете можно без проблем найти резинки на любой холодильник. Теперь бы вспомнить, как тут все было изначально. Мы вроде бы разобрались, и двери встали на место.
Холодильник очень неплохо получился, даже не скажешь, что это пленка. Но холодильник — это далеко не все, что нам нужно сделать. Мы решили в темноте уже установить на окна рулонные шторы. Шторы я выбирала по принципу самые дешевые и без рисунка. Нашлись только серые, хотя на фото они белыми казались. Однозначно стало гораздо уютнее. И даже серый цвет нам понравился. В предыдущей серии мы выбирали с вами наличники и напольный плинтус для кухни. Теперь настало время их установить. Но для начала покрасим в цвет стен. Хотя, честно признаться, было у меня желание покрасить их в черный цвет. Сдержала себя. Наличники высохли, и вот мы дома. У нас не обрамлен дверной проем. С него и начнем. У нас был выбор, как приклеить наличник в углу, с отступом или без. Остановились на том, что загоним его четко в угол. Кажется, так будет лучше. Все молдинги мы клеим на жидкие гвозди. Держится отлично. Дверь мы обрамили, теперь можно заняться разметкой напольного плинтуса. Кое-где пришлось отбивать цемент с пола, потому что плинтус никак не вставал на место. Пока был перерыв в шумных работах, мы съездили в магазин за розетками. В нашем случае подойдут только накладные розетки, так как у нас открытая проводка. Выбрали одну черную, она будет на видном месте под подоконником. Остальные взяли самые простые, белые, их особо видно не будет. Паша уже развел проводку в тех местах, где нам это необходимо. Осталось спрятать провода в плинтус. Сделали выемку под ввод проводов. И теперь нужно сделать отверстие под выход провода. Чтобы провод не топорщился и не перекручивался, прихватили его скотчем. Теперь можно приклеивать плинтус. С трудом, но вроде плинтус приклеился. Паше пришлось немного подержать его, а я сразу же снимала излишки клея. Тася уже пришла на проверку, как всегда. Контроль качества наш. Мы думали, что это был самый сложный участок, но оказалось не так. Нам нужно протянуть провод от холодильника к подоконнику. Тут мы совершили ошибку и сделали стык плинтуса на самом видном месте. Провод пойдет вверх под наличником, поэтому нужно заранее сделать выход наверх, а потом уже клеить. Плинтус приклеили, получился, конечно же, кривой стык. Теперь можно доклеить наличники, обрамляющие окно. А вот тут вылезла еще одна проблема. Оказалось, что в наличниках выемка под провод меньше, чем в плинтусах. Соответственно, наличник просто не держится на стене. Решили выйти из этой ситуации следующим образом. Просто сделали большие плюшки клея, чтобы он создал дополнительное пространство для провода, а потом щели зашпатлюем. И это сработало. Пока я занималась другими делами, Паша уложил провод под подоконником. Паша, я иду. Давай. Иди посмотри. Ой! Шикарно. Ох, осталось еще один вывод сделать. Тут у нас запланирована радиола, а ей нужно питание, так что мы сделаем розетку по центру короба. Вообще все эти танцы с бубнами были бы не нужны, если в помещении были заранее запланированы выводы под розетки. Но так как квартира съемная, мы тут, конечно же, не стали ничего штробить и делать скрытую проводку в стенах. Прораб наш снова пришел проверять работу. Да у вас тут халтура, ребятки. Пришлось все переделывать. Тут провод был потоньше, и мы решили, что его не нужно будет фиксировать. Но нет, оказалось нужно. Вот теперь все отлично держится. После того, как клей подсох, я зашпатлевываю все щели клеем шпатлевкой. Так результат будет гораздо аккуратнее. А на следующий день нужно будет только подкрасить эти места. Выводы под розетки мы сделали, а вот сами розетки не установили. Под подоконником мы разместим черную розетку, чтобы она сочеталась со всем остальным. Она будет видна. Под
Подключать Паша будет все чуть позже, нужно будет отключать свет. А пока мы разберемся с экраном на радиатор. В предыдущей серии мы положили экран на сам радиатор, и теперь он упирается в плинтус. Нужно все же его поднимать, как хотели изначально. Приподняли экран на необходимый уровень. Теперь при помощи уровня находим правильную высоту и делаем отметку на стене. Сделали отверстие в нашем крепеже. Напомню, мы придумали вот такую конструкцию крепежа. На экране брус запилен под 45 градусов, и наш крепеж тоже. Они будут вставать друг в друга, как в паз. Через отверстие в бруске Паша делает отметки для будущих отверстий в стене. Можно сверлить стену. Пробуем? Конструкция сработала как надо, держится все фундаментально. И, кстати, это очень удобная штука оказалась. Прям под локоть хорошо подходит, когда сидишь за столом. Конечно, над обеденным столом прямо просится точечное освещение. И мы даже уже купили вот такой светильник. Повесим его вот так прямо над столом. Класс? А ты подумала, как ты его подключать будешь? Ребят, конечно, я заранее подумала о том, как же мы будем крепить этот светильник. У него есть вилка и специальная розетка, в которую будут спрятаны все провода. Она крепится на стену или же на потолок. Именно поэтому мы сюда вывели розетку под подоконник. Это будет такой камерный точечный свет. Мы специально сейчас сюда поставили стол именно так, как он будет все время стоять, для того, чтобы нам точно понять, где должен располагаться светильник. Эй, не дотягивайся. Лучше пусть Паша примеряет, а я со стороны буду смотреть. Провод, кстати, будет крепиться на вот такие фиксаторы. Вроде точку нашли, можно сверлиться. Пылесос начал барахлить в самый неподходящий момент. Сдох. Приятель, ты чего? С высотой мы определились, двигаемся дальше. Я решила добавить небрежности и немного приспустить провод. Второй фиксатор установим тоже на потолке. Чтобы все симметрично смотрелось, я делаю отметку по центру между трубой и наличником. В этот раз сверлили со старым добрым пылесосом. Он-то уж не подведет. Еще бы и с месторасположением розетки определиться. В общем, это светильник-конструктор. Повесить его можно по-разному, и это классно. Мне понравился этот светильник, так что ссылка на него в описании. Брала на Али. Ну что, ребят, вот наконец мы повесили светильник, и наша обеденная зона готова. Мы очень довольны результатом. Вчера даже успели принять гостей, и знаете, вечером здесь прям максимально уютно. Было очень приятно сидеть за столом. Хочу сказать, что точечный свет над столом — это прям must have. Если есть возможность сделать, делайте. Вы не пожалеете. И я уверена, что кто-то из вас уже хочет написать комментарий о том, что светильник висит слишком низко. Но, как я уже сказала, вчера мы опробовали все на деле, головой мы об него не бились, вообще он никаким образом не мешал. И мы как раз его так низко повесили для того, чтобы он был соразмерен столу. Иначе он выглядел бы слишком маленьким. Но это не единственное освещение. Как я уже говорила, таких два светильника будут висеть в зоне кухни. Но сейчас, к сожалению, мы повесить их не можем, потому что мало представляем в объеме, как будет выглядеть кухня. Так что переходим к изготовлению кухонного гарнитура.